Всем привет! У нас все затопило. Обычно вот это то, что деревья растут, понятное дело, что это так не должно быть. Здесь у нас просто травка была когда-то, и мы там гуляли. Тут мы шли и опять наткнулись на наших любимых, нелюбимых гусей. Валя боится гусей. Ты боишься гусей? Да, они кусаются. Так вот так в комплексах жилых организована доставка почты. Здесь почтовые ящички. У нас отдельная комнатка, а в этом вот комплексе, в таком павильончике мини. Туча у нас налетела вместе с самолетом. Движение машин здесь, конечно, такое, пошли, Валь, весьма размеренное. Вот мы ходили по Мехико, когда там пешеходов вообще никак не воспринимали. Пешеходов там, откровенно говоря, не любили. И мы... Нет, Валь. И мы старались дорогу чуть ли не перебегать. Очень доброжелательные люди здесь. Сейчас нам вот на встречу женщина шла. С добродушной улыбкой улыбается. Очень приятно. Я уже ее видела. Да, мы ее только что недавно видели. А здесь все строится. Проблема, вот, мне кажется, в Северной Каролине в том, что тут вот, смотрите, какая земля. Это глина красная, вот. И мы вот сколько с мужем ездим между городишками нашими. И мы не видим здесь, скажем так, чтобы эту землю возделывали. Мы как привыкли, мы с юга России, там за город выйдешь, там отъедешь и пошли поля с кукурузой, поля с подсолнечником, сплошные поля, виноградники, яблони и так далее, и так далее. Здесь сколько мы ездим, вот мы вот на днях только небольшое такое поле увидели впервые, что там работала сельхозтехника, маленький такой какой-то тракторок или что-то такое. Вот он с травой разбирался там или засеивал, или, в общем, я не очень разбираюсь в этом деле. А так, в принципе, потому что тут вот такая вот земля, и походу, мне кажется, здесь высокие грунтовые воды, потому что здесь вода, она стоит. Так что это не очень плодородный штат. Не знаю, тут люди занимаются земледелием или нет. Периодически заканчиваются тротуары пешеходные. И погулять так в свое удовольствие, как мы гуляли в России, мы не особо-то и можем. Старший мне что рассказал? Старший сказал, что здесь учителя гораздо добрее, чем в России. У нас учителя, к сожалению, могли себе позволить такие неприятные выражения. Могли обозвать класс дураки и так далее. Не буду перечислять все эти эпитеты. Не все, конечно, учителя, но вот были такие кадры, на которые жаловались дети. Здесь такого просто-напросто нету. Младшим детям тоже достаточно комфортно в школе находиться. Учителя периодически добрые. Вот дочка подсказывает, что самое главное, можно играть, разрешает им играть, видите ли, да, Валя? Это самое главное в учебе. Играть, в смысле, такие в игры на планшете. А еще там можно читать книжки. Да. Еще можно читать книжки и гулять. Подкармливают их конфетками всякими разными. То средний сын притащит конфетку, то Валя притащит конфетки. В общем, детей в школе все устраивает. Наша лавочка. Мы пришли передохнуть немножко. Да, Валя?
Еще здесь очень много людей владеют, наверное, так некорректно будет высказаться. У многих людей есть домашние животные, даже не по одному. Хотя содержание собак здесь обходится недешево. Насколько я помню, я вот точно не помню, поскольку у нас домашних питомцев нет, но вот при заключении договора с офисом нашего комплекса в документе, в договоре было прописано, что нужно оплатить какой-то, по-моему, разовый сбор за животное. Вот не буду врать, потом почитаю точно, не помню сумму. И ежемесячно нужно оплачивать тоже за содержание животного, по-моему, $25-26. В разных апартаментах, наверное, эта сумма как-то меняется. Ну вот у нас так. Еще вот что вспомнилось. Сидим тут с дочкой, и где-то вовсю кричат, орут дети. Из дома слышно. Насколько я знаю, здесь к этому относятся, в общем-то, серьезно. И к людям приходят буквально полицейские, вызванные вот такими недовольными соседями снизу. Если ребенок так хочет, кричит, то здесь соседи на раз, два, три вызывают полицейских. Мы с таким, к счастью, пока что еще не сталкивались. Надеюсь, не столкнемся. Поскольку у нас 4 детей, ну 2 уже старших, а 2 12 и 7 лет, они, конечно, могут и побеситься, и подраться, и поорать. И, ну, все бывает в нашей шумной многодетной семье. Мы такие не особо суперспокойные люди. Но стараемся детей сдерживать. Так что с детьми здесь предпочитают селиться на первых этажах, либо снимать уже какой-то коттедж, таунхаус, чтобы вот не было потом подобных проблем с полицией, с законом, с соседями. Надо сказать, мы когда заехали только, к нам соседка пришла снизу, ну, достаточно так доброжелательно начала с нами разговаривать, поулыбалась. Мы, конечно, на английском вообще нифига не понимаем. Муж что-то ей там ответил через Google Translate, она все так понимающе покивала и ушла. Там дети на самом деле в бассейне. Я говорю, кричат дети, а они в бассейне. Валя, что, бассейн открылся? Пойдем посмотрим. Странно, у нас обещали открытие нашего бассейна, который в нашем комплексе. Да, сейчас посмотрим. В мае, сейчас еще апрель, ну, май на следующей неделе, конечно. Мне кажется, достаточно прохладно. Сегодня 25. В общем, я детей... Да нет, сейчас прохладно. Ой, не стала снимать, конечно, как кто-то купает. О, белочка сидит на дороге, Валь, замри. Белочка. Вот чем мне нравится наш штат, это вот эта вовлеченность в природу. Такое ощущение, что мы живем среди этого какого-то леса. Мы едем по трассе, и там везде стоят эти знаки: осторожно, олени. Получается, открыто, купальный сезон уже открыт. Надо доставать купальники. Но они закаленнее, американцы. Сегодня вообще-то плюс 25. Валь, вот, снимай белочку. Белочка. Хвост у нее так закрученный. Они тут замерла. Тут белочки, они трусливые. Когда мы жили в России, у нас там был рядом парк, мы набирали с собой орешков грецких, полные карманы звали, да, набивали и кормили белочек с рук, они там были прирученные. У людей у всех открылся купальный сезон, у нас озеро рядом, и у многих тут есть, походу, лодки. Здесь даже не надо открывать приложение. Я подошла, и у меня дверь открылась, потому что она у меня уже скачана. Мне даже не надо заходить в приложение, очень удобно.